Всем привет! Сегодня в этом видео мы покажем, как мы сеем рассаду кукурузы, капусты и остальных овощей. Погнали в теплицу! Для того, чтобы посеять семена, нам понадобится грунт. Грунт мы используем в этом году Домофлор Микс. Это торфяной субстрат. Почему мы его используем? Потому что цена соотношение качества. Во-первых, этот грунт стоит 500 гривен. У нас в Мариуполе конкретно, в агромагазине проверено, мы его берем за 500 гривен. Была бы возможность, мы бы использовали грунт Классман, так как там есть перлит и он намного лучше. Но тем не менее, этот грунт тоже очень подойдет. Грунт имеет нейтральный pH 5,5, 6,5. Оптимально подходит для выращивания различной рассады овощей. Различных овощей. То ли это помидоры, огурцы, капуста. И сегодня мы будем сеять капусту и покажем вам это на примере. Теперь приступим, я вам покажу, как приготовить грунт. Итак, приступим, распаковываем. Распаковываем наш тюк. Распаковали. Что мы видим? Грунт весь слежался, он спрессованный. Для этого мы будем использовать, можно вот такое вот сито, для того, чтобы его вспушить. Если у вас нету сита и вам большой объем рассады не нужен, скажем 100 помидоров, 100 капусты, вы можете просто взять и в ведро насеять вот так руками. Но у нас объем побольше, мы будем выращивать на площадь гектар земли, поэтому мы взяли вот такую вот старую сетку с кровати, взяли старую ванну, постелили пленку, потому что грунт рассыпается и мы его потом все равно будем собирать. Берем, смело насыпаем наш грунт на сетку, вы можете использовать сито или руками. Насыпали грунт и перетираем его. Для чего это все делается? Мы это делаем для того, чтобы грунт вспушился, увеличился в объеме. Когда он увеличится в объеме, мы прольем его слегка водичкой, увлажним. После мы будем засыпать его в кассеты. Теперь мы перейдем к кассетам. Я вам расскажу, что это такое. Ну, многие знают уже и многие пользуются. Можно не использовать кассеты. Можно просто использовать столы, пикировать, масса всего. Нам гораздо быстрее, удобнее, практичней. Теперь мы перейдем к кассетам. Я вам расскажу, что это такое. Ну, многие знают уже и многие пользуются. Можно не использовать кассеты. Можно просто использовать столы, пикировать, масса всего. Нам гораздо быстрее, удобнее, практичнее использовать кассеты. Кассета данная 160 ячеек. Расстеленные поддоны. На европоддон становится 5 кассет. Берем кассету. Берем наш просеянный грунт и увлажненный. И засыпаем кассету грунтом. Чтобы было легче и проще, берем, используем какую-нибудь досточку, любую. У меня вот такая нашлась в хозяйстве. Все разровняли, лишнее назад в корыто. Берем кассету и устанавливаем ее на твердую поверхность. У нас в данном случае стол. Берем такие же кассеты. Слаживаем 3 штучки, 4 штучки в одну. Выставляем ее сверху нашей засыпанной. Придавливаем. Придавливаем не сильно. Надо использовать глубину примерно сантиметр. Если сильно глубоко посеять семечку, ну, вы будете просто дольше ждать всходы. Так, вот у нас получилась вот такая вот картина. В каждой ячейке есть отверстие, в которое мы будем сажать семена.
Семена у нас сейчас брокколи сажаем от компании Клосс. Ну, это не реклама, скажу сразу. Семена эти нам предоставили любезно представители этой компании. Наш любимый, многоуважаемый Виктор Руденко. Привет. Итак, сейчас начнем сеять. Капуста у нас брокколя, сорт Трояна. Попробуем, в общем. Смотрите, распаковали мы пачку. Смотрим. Вот такие семечки. Зеленые, не пугайтесь, они просто уже от компании обработанные. Как происходит посев? Высыпаем семечки на руку. Берем в палец по 3 семечки я беру. И аккуратненько в каждую ячеечку высеваем по 1 семечке. После того, как вы в каждую ячейку посеяли, у вас должна получиться вот такая вот картина. В каждой ячеечке у вас лежит по 1 семечку. Теперь, что мы делаем? Мы забираем кассету с нашими семенами, выставляем ее на поддон. Вот в такой вот ряд мы формируем. Для того, чтобы это все было быстрее. У вас, если это небольшой объем, просто можете также на столе засыпать, где вам удобно. Мы расстелили пленку для того, чтобы, когда мы засыпаем, осыпается грунт, чтобы его просто не переводить. Мы потом можем собрать его с пленочки и также засыпать кассету нашу. Итак, присыпали кассету нашим торфом. Начинаем также равнять. Берем палочку и снимаем лишнее. Есть. Готово. Теперь нашу кассету с семенами нужно дополнительно увлажнить. Мы будем проливать сейчас ее с леечки, но не простой водой, а будем добавлять препарат Привикур Energy. Так, а вот данный фунгицид системного действия, тоже не реклама, просто мы им работаем. Это Привикур Energy. Для чего он нам нужен? Когда будут всходы, может быть такая неприятная болячка, как черная ножка. И черная ножка может очень сильно погубить ваши всходы. Также он предотвращает корневые гнили. И потом по уже взрослым растениям его можно опрыскивать, скажем, на огурцах. Он отлично себя показывает против ложной мучнистой росы, иначе переноспороз. Данного препарата надо использовать на 10 литров воды, как здесь рекомендуется, 15 миллилитров. И мы будем проливать прям кассету. Итак, мы добавили Привикур, лейка, вода, кассета вперед. И не спеша ее проливаем. Так, готово. Теперь влага впитается, дойдет до семечки. После чего мы выставим кассеты и будем вот этой же пленочкой их накрывать до всходов. Для чего мы ее накрываем пленкой? Просто для того, чтобы сэкономить влагу. Мы пролили, в теплице будет сильно жарко, а накрыв пленкой, вот как здесь на примере, здесь уже ранее посеяны. Видите, конденсат собирается на пленке, вот он. Влага испаряется, собирается на пленке, потом она снова опадает в ячейки, и мы не поливаем рассаду до самых всходов. Конечно, уже когда появился даже первый всход, пленочка эта убирается и откладывается на следующий посев. Это намного упрощает, поверьте. Когда у вас объем, допустим, мы здесь будем высевать 55 тысяч рассады, и поливать каждый день, а то и в день 2 раза, это не так уж и просто. Лучше накрыть пленкой и ждать всходов.
Итак, друзья, на сегодня мы отсеялись. Рабочий день заканчивается. Пора нам уезжать с теплицы. Покажу вам проделанный результат. Работа за сегодня. Здесь у нас располагается кукуруза за сегодня посеянная. Здесь также кукуруза. И крайний ряд у нас капусты, которые мы с вами сеяли в кассету. Итак, всем пока. На сегодня день закончен. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео. Мы будем в живом режиме показывать вам всходы, покажем, чем кормим рассаду, как ее сделать не потянутой, чтобы она была сильной, крепкой. Покажем, как развиваем мы корневую систему. И предлагаю, чтобы вы остались с нами, посмотрели от посева рассады до сбора урожая. Всем пока, всем благ.